Короче, мы проснулись 4:30 и собираемся. Наверху-то ясно? Да, наверху ясно. На утро мы решили встать рано, чтобы не толкаться на тропе и на тросах с другими группами. Вышли в 6:20. Как в передаче «Орел и решка» прячут $100, так мы с Русланом идем закапывать перед переправой наши вещи. Надеюсь, их никто не найдет, в отличие от передачи «Орел и решка», в которой надеются, что их найдет. Закапываем что-то или откапываем? Правильно. Закапываем. Кроссовки, вещи для цивилизации и немного продуктов упаковали в мешки и решили оставить в секретном месте. Руслан посмотрел, как переправляется впереди идущая группа, подумал немного, почесал репу и предложил свою технику, свой план, более быстрый и эффективный. Раньше через эту реку под названием Геналдон был деревянный пешеходный мост, но в один из паводков его разрушило, остались только тросы. И то хорошо, можно организовать безопасную переправу и выйти сухим из воды. Женя в такой передряге еще не была. Сказала: ну я не знаю. И неплохо справилась с переправой. Ты закрыла сердце на замок, чтобы я в него войти не смог. Или я сломаю твой секрет, или ты сама ответишь мне. Конечно, совсем сухим выйти не удалось, особенно тем, кто выбирал веревку. Пока не вышло солнце, достаточно холодно, так что имейте в запасе пару сухих перчаток. Ну чё, все правильно? Да, все верно. Вот и отлично. Быстро, четко, без зараний. Да. Профессионал. После переправы идет хорошо натоптанная тропа до ледника. Ну что, стер? Немножко натирает ногу из-за того, что внутренность ботинка изношена. Ледник Майли самый большой с северной стороны. Он стекает от Майлийского плато с высоты 4200. Ладно, давайте, пока погода не испортилась. Она по-любому испортится. Знаете почему? Потому что это Кавказ. Руслан все порывался снять обучающее видео, как вязать самостраховку из куска веревки. И вот, наконец, когда вышло солнце, это сбылось. Друзья, никаких вертолетов и никакого вина. Все по-честному, ногами, с тяжелыми рюкзаками. Самый дешевый метод — изготовить самостраховку. Простую и качественную. Для этого нам потребуется 4 метра веревки. Кому интересно, смотрите видео на его канале, ссылка в описании. За 2 часа мы 400 метров набрали. Вместе с переправой. Это нормально. Вот да. Ну 300 метров считается самая максимальная скорость, 300 метров в час. 6:20 мы вышли. Красота! Выходим из зеленой зоны. Впереди нас ждут Курумник, ледник и скалы, то есть настоящие горы.
Наверное, за этим мы сюда и пришли. Давай вечером с тобой встретимся. Что я плохо понимаю. Вот он, ледник Майли. 2,5 часа занял у нас путь от горячих источников. Кстати, в 1889 году, когда Андрей Васильевич Пастухов совершал восхождение на Казбек, ледник доходил до самих источников, в которых мы купались в прошлой серии. Доброе утро. Доброе. Обогнали группу, которая переправлялась перед нами через реку. Сначала мы даже не стали надевать кошки, пока ледник был весь в мелких камушках. Ну как, Женя, в новых кошках? Кошки я уважаю. Любое альпинистского сооружения, это, мне кажется, самая адекватная хрень. Ну, типа, она больше всего понятно, зачем. Вчера на ваннах один мужик открыл нам секрет, что в самом начале есть переход через ручей, которым мы и воспользовались. В противном случае пришлось бы обходить ледник справа и потерять более получаса. А мы переправились почти по суху. Да, прямо кошка. Давай вечером с тобой встретимся. Не прячь музыку, она опиум для никого, только для нас. В общем, тут был всего один ручеек, а за ним прямой путь к Контрфорсам. Воды больше не будет до 300, так что набирайте или рассчитывайте. Примерно с высоты 2750 начинается подъем по Контрфорсу и висит первая веревка. За ней идут металлические тросы. Перед походом Руслан успокоил Женю, что скалы будут легче, чем на Монблане в прошлом году. Что ты говоришь, меньше, чем на Монблане? Да. Ну там на Монблане вот эта двойка А, она на самом деле тройка А, но если по российской классификации. Ну, ты видел, сколько там тросов? А здесь всего 3-4 веревки троса. И потом он обрывается, там не было троса. И там еще пару участков таких вот тоже, ну, пройти. Я смотрел, там где тросы висят, можно и без тросов Да, идти. там потому что натоптали. Вот. Конечно, Руслан просчитался. Или сознательно преуменьшил сложность предстоящего маршрута, чтобы раньше времени Женю не волновать. Тросов было гораздо больше 3. Ну, вроде я посмотрела, там лайтовый какой-то маршрут. Тросы, по мне, так больше нужны на спуске, при плохих погодных условиях, когда есть шанс поскользнуться. Только в одном месте нужно было чутка пролезть, и трос был тут необходим. Снизу поджимали облачка, сверху спускались довольные и позитивные альпинисты. Добрый день. Хорошо, погоды. Спасибо, вам тоже удачи. Пан, ну что ты как? Я слегка подустал на этом подъеме, и поэтому, когда Руслан предложил не идти до креста, а остановиться здесь на 300, я с радостью согласился. Дополнительным аргументом являлось то, что здесь, скорее всего, будет мало народу. Да и место под палатку было идеально. Над пропастью на уступе скалы топовый бэкграунд для фото. Оставалось только найти воду. Набрали 3000 метров и решили тут остановиться. Если есть вода. Не прячь музыку, она опиум для никого, только для нас. Источник на 300 идеальный, хотя немного далековато от палатки.
Хорошо, когда один из участников команды очень хочет есть. Да, Потому что он сразу по приходу ставит кухню и готовит. Его даже не надо заставлять. Мне вообще на самом деле никогда не надо заставлять. Я очень люблю готовить, и все, кто со мной ходят. Да, и нет, я с удовольствием готовлю. Мы ни разу не пожалели о выбранном месте для ночевки. Через наш лагерь шли люди, спрашивали, где мы и как пройти до креста, но никто не решился поставить здесь палатку. Может быть потому, что тут было облачно и сыро, а может и по каким-то другим причинам. Для всех людей, кто думает, что облачка это охуенно, это мега противно и уродско. В них очень холодно. Видите, это мы в облаке. Вот до чего цивилизация дошла. На 300 на Казбеке с севера берет мегафон. Да. Поэтому делаем звонок другу. Так, вторник это 18 получается, да? Ну это прям ясно, да, Клеар передает? Мегафон тут ловил 3 палки. Ага, А так, с креста, говорят, даже уходят фотки в WhatsApp. Ага, отлично. Ясно, все понятно. Ну все, здорово, очень хороший прогноз. Так что будем на него ориентироваться. Звоним. Вот, так что мы его... Видишь, он хочет завтра прийти и сразу идти. Вот. Так что вот Потому что такой прогноз. Случае, я вот вижу, что А я думала, мы 18-20 так и планировали что изначально. будет Ну, это тяжко. вот. А там уже- Лучше дневку сделать. Ну вот. Ну, Ну, в принципе. в идеале, конечно. Ну все, так что работаем по плану. До часу дня. Ну Потом вот, снег. в 4 встаем. 18-го весь день ясно. То есть вечером, получается, уже с 17 на 18 ясно. Весь день будет ясно, и всю ночь будет ясно. И потом 19-го так же, как 17-го. То есть до часу дня, а потом... Ага, ну открывает. 19-го тоже можно сходить. Ну, по сути, да. Рано Да, утром. Да, То есть будем по самочувствию тогда да, ориентироваться. да. Что, Дима, делай ставки? Надо придется Последние гости сегодня. приходить. Нет, там кто-то за нами придется. Теперь мы обладали сакральным знанием, свежим прогнозом погоды. И с удовольствием делились им со всеми поднимающимися вверх альпинистами. Да, встретимся на вершине. 18-го хорошая погода. А вы это наверх Со, прете, да? со вторника на среду, да? Наоборот, с понедельника на вторник. Не, подожди, завтра понедельник, 17. Да. Да. Вторник, среда вроде хорошая. Как вы погода. пойдете, если вы сегодня здесь ночуете? На 4200 зайдем. Сразу отсюда? Давайте тогда на 4200 встретимся. А мы тоже на 4200 завтра Ну поднимемся. все, до встречи. Но мы там поспать хотели. Мы тоже. Спасибочки. Счастливо, до завтра. Они говорят, им нельзя рисковать, потому что у них есть дом, в доме горит свет. И я не знаю точно, кто из нас прав. Меня ждет на улице дождь и ждет дома обед. Это микс приправ Айдига. Пап, тебе надо? Нет, я уже съел. У меня еще, кстати, остынет, Вот видишь, пока ты я как вас съел снимаю. быстро. Давай ешь, ты все жалуешься, что тебе мало. Они меня больше не возьмут с собой в горы. Стали в 4, но уже светает. В 4:40 мюсли с чаем — это лучший завтрак. На 300. Сейчас собираемся и идем наверх. На 4200. Всю ночь здесь на 300 шел дождь. Правда, не очень сильный. Как нам стало известно позднее, стоянки у креста ночевали под ясным небом, любуясь звездами. А тут только к утру облака опустились в долину и стало подмораживать. Красота была нереальная, особенно когда солнце осветило пик Геодезист. Но долго снимать было некогда, ведь сегодня был план подняться на 1100 метров к лагерю у пика ОЖД, отдохнуть там и рано утром выходить на вершину. А это я в правом нижнем углу. Узнали?
Решил поснимать, чтобы не морозить руки при сборке мокрой палатки. Если тебе вдруг наскучит твой ласковый свет, тебе найдется место у нас, дождя хватит на всех. Посмотри на часы, посмотри на портрет на стене, прислушайся там за окном, ты услышишь наш смех. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу. Тропа сейчас хорошо натоптана, но утром подморозило, и некоторые камни были скользкие, приходилось идти с большой осторожностью. Выше были еще ночевки, примерно на 3250. С водой тут летом тоже все в порядке, ручей шумел внизу. Идем час, залезли на 220 метров. Что, отдыхать здесь будем? Вот тут Женя оставила свои черные перчатки North Face. Так что, кто нашел их, напишите в комментариях. Будет вам подарок от нас и моего канала. Накануне я их заботливо постирал, высушил на своем теле и зашил дырки, которые образовались при прохождении тросов на переправе. Видимо, вправду говорят, что шить в дорогу – плохая примета. У креста на 3500 отдохнули недолго. Нужно было спешить, ведь никто из нас не знал, сколько мест под палатки в следующем лагере. И сколько народу придет туда сегодня, соблазнившись хорошим прогнозом погоды. Склон был крутой, и высота набиралась быстро. Женя с Русланом все чаще убегали, а я отставал. Правда, в местах, где они решались страховаться, я догонял их. Вот у этой скалы впереди идущие парни встали на ночевку. У них был план набирать по 500 метров в день для лучшей акклиматизации. Место красивое, правда непонятно, где тут вода, разве что ходить вон на тот снежник за снегом. Путь был крутой, и я стал все больше уставать и отставать от Жени с Русланом. Они весело болтали, дожидаясь меня на привалах, а я приходил и отдохнуть не успевал. На одном таком привале даже забыл фотоаппарат. Совсем мозги усталостью затуманились. Оставил фотик на предыдущем привале. Пришлось налегке сбежать метров 80. Сейчас вон набирать опять. Вот что значит человек рассеянный. Женя несколько раз предлагала забрать у меня палатку, но я все отказывался, хотя объективно тем самым замедлял темп всей группы. В конце концов я согласился при условии, что они пойдут вперед, найдут место в лагере и поставят эту самую палатку. Они убежали вверх и вскоре скрылись из виду, а темп мой так и не увеличился. Я грешил на неудобный рюкзак, из-за него я так быстро выдохся. Казалось, вот-вот покажется лагерь. Вот за тем перегибом уж точно. Но за перегибом снова была тропа и еще одна круче. Вот наконец-то показался Казбек. И тут показалась Женя. Мы нашли топовое место, вон Руслан там уже все оборудует, мы уже поставили палатку. Руслан уже раскладывает шмотки на завтра, а ты давай мне рюкзак. Она забрала у меня рюкзак, и я, как инвалид, дополз последние 50 метров. Я дошел 1100 метров за 6 часов. Да. Они пришли раньше. Монстры, что скажешь? В спортзале и тренировалась физически, а ты сидел 2 месяца, бумажки подписывал. Дело не в рюкзаке. На 4-й день к полудню
мы достигли штурмового лагеря на высоте 4200. Песен еще не написанных сколько, скажи, кукушка, пропой. В городе мне жители на выселках камнем лежать или гореть звездой. Звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если